Лакуся. Лакуся. Лакуся от Юли убежала. Лакуся убежала от Юли и прибежала на ручки. Все. Молодец. Добрый день, друзья! Недавно показала вам обзор из Леруа Мерлен. Ссылочку на это видео я оставлю в правом верхнем углу экрана. Это была первая поставка после длительного перерыва. Были поставки, но совсем небольшие. И, наконец-таки, Леруа получили поставку от GMP. Но как же можно было не снять и не показать вам, какие цветы нам пришли? Рича, Ричуля, ну что такое? Ты опять мешаешь? Иди ко мне сюда. Сюда иди. Сюда. Сидеть. Сидеть. И, пожалуйста, не мешай. Хороший мальчик, не мешай. Не трогай кошек. Но как же было не показать эту интереснейшую поставку? И, конечно, я не прошла мимо самых красивых в этой поставке цветов. Это два биглипа. Они без названия, но одно название я скажу точно. Вот это первый биглип. Посмотрите, как интересно расцвел цветок. Вверх ногами. Но вот этот раскрылся правильно. Интересный окрас. Все вот эти полосы темные на цветке бархатные. Но, к сожалению, этот биглипчик, верхние бутоны начинает засушивать. Ну, такое бывает, даже летом. Ведь неизвестно, какие стрессы испытала эта орхидея. Я не придаю этому большого значения. Так бывает и зимой, и летом. Зимой от того, что прохладно, когда мы их переносим из магазина домой, а летом потому что жарко. Ну и еще стрессы при переезде. Если даже распустится хотя бы один бутончик, это уже хорошо. Корневая система. Ну, во-первых, она есть. Растущих корней нет, но и гнилых корней нет. Поступаю я с такими орхидеями, как всегда. Протираю листики зеленым дегтярным или табачным мылом, оставляю на карантине примерно на месяц, поливаю по краю горшка. Даю орхидее адаптироваться, доцвести или распустить бутоны и начать растить листья. А вот вторая орхидея, даже если у меня есть такая орхидея в коллекции, а она есть, мимо нее пройти невозможно. Абы много не бывает. Тем более, что очень много и подписчиков, и блогеров говорят, что этот цветок часто погибает. Но у меня и первый не погиб. Но пройти мимо такой красоты и не купить ее просто невозможно. Так, в точке роста какой-то кусочек коры. Сейчас я его уберу. Цветы полностью бархатные. И аба не сбрасывает бутончиков. И вот этот начал распускать у меня дома. Он распускается медленно. Сначала он небольшого размера, а потом он дорастает вот до такого крупного размера. У абы цветы очень крупные.
Конечно, Абба завораживает своей красотой. Если вы постоянный зритель моего канала, помните, что больше года назад я покупала такую орхидею, и в посадке у первой Аббы рос одуванчик. Я этот одуванчик удаляла, но слишком он мешал жизни орхидеи. Эта орхидея здесь стоит рядышком, сейчас я вам ее покажу и сравню две орхидеи. Почему же Аббу считают уж такой самоубийцей? Нехорошее слово, но вот так приходится говорить. Когда я принесла вот эту вторую орхидею, я заметила почти то же самое, что было и у первой. Нет, это не одуванчик. Я посмотрела на листья и увидела, что у этой Аббы с одной стороны лист у нее уже высох и исчез, его даже не было в горшке. Обычно листья, если они за время переезда засыхают, то он лежит в горшке. Здесь нет, значит, это произошло давно. И с другой стороны был лист, и его тоже сейчас нет. То есть Абба любит отсушить не самый нижний листик, а листья где-то в середине. Я даже не стала снимать вот эти чешуйки, для того, чтобы вместе с вами это сделать и посмотреть, что же там находится под этими сухими чешуйками. Вроде как ничего особенного нет. Давайте с этой стороны снимем и посмотрим, чистая ли там шея. Видимо, лист высох давно. А вот это похож на первый цветонос. Вы знаете, он какой-то мягкий. Посмотрите, он сломался прямо около пинцета. Давайте я это все уберу и внимательно сейчас сама туда загляну. Так, ну что ж, место какое-то под этим цветоносом влажное. Есть маленькое черное пятно. Мне кажется, что Абба еще не очень стабильный сорт. Вот оно пятнышко. Вот. И вот этот цветоносик, который старый, но он просто моментально пожелтел, видите, и вот так я его сейчас уберу. Не буду на данный момент делать никаких обработок, кроме перекиси водорода. Я обработаю это место перекисью водорода, пока других никаких химикатов применять не буду. Я за ней понаблюдаю. Так, буквально каплю, пусть пошипит. Перекись водорода обеззараживает срез. Но здесь у нас получился как будто бы срез. Оставлю все как есть. Корни этой орхидеи лучше, чем у первой орхидеи, которую я вам показывала. Вот этот корень был раскукленный, но она его сейчас закрывает. Ну, опять же, это все связано со стрессом. В горшке есть тоже раскукленный корень. Вот может он останется раскукленным. И почему я говорю, что вот эти Аббы две, они очень похожи. Вот эту первую Аббу я покупала с великолепными корнями.
Там был прямо пучок огромный, зеленых, толстых, красивых корней. Листьев было побольше. После того, как я удалила одуванчик, есть видео с посадкой этой орхидеи. Ссылку на то видео я оставлю в правом верхнем углу экрана. Если кому интересно, посмотрите. И как прожила вот эта именно Абба целый год. Во-первых, она не хотела растить корни в горшке. Она очень целенаправленно избавлялась от всех корней, которые были в горшке. От тех корней, с которыми я ее посадила. Она очень активно растит воздушные корни. Причем растит очень длинные корни. И мне ее пришлось еще раз. Я не считаю это пересадкой, я считаю перевалкой. Я ее еще раз перевалила. Убрала все корни, от которых она избавилась, опустила все новые корни в горшок. Орхидея не испытала большого стресса, и, как видите, она опять растит новые корни. Но что она делала точно так же, как эта орхидея? Листья она сбрасывала от середины. Ушло 3 листа. И тоже появлялись какие-то темные пятна. Поэтому я ее обработала неразбавленным Максимом. Буквально капельку именно на эти пятна. Этот лист нижний остался живой. Но что удивительно, через полгода на нем появилось вот такое отверстие. Причем это отверстие сквозное. Никаких вредителей я здесь не рассмотрела. Информации, почему появляются вот такие отверстия на листьях орхидеи, я нигде не могу найти. Есть только предположение, что это могут быть улитки. Они так прогрызают листья. Но улиток нет. Но дальше с этим отверстием ничего не происходит. Внутри него нет никаких вредителей. В общем, с Аббой все всегда интересно. Цвести она не хочет. Эти листья она нарастила новые, но пока замолчала. Корни растущие есть, листика нет. Обычно, когда орхидея так замолкает, она готовится к цветению. Но у нас наступило очень жаркое время года. Термометр даже не показывает температуру. На солнце последняя отметка 50 градусов, и дальше термометр не двигается. В тени 35 градусов. Я думаю, что она замолчала до осени. Не выпускают при такой температуре орхидеи цветоносы. Мне интересно понаблюдать теперь за этими двумя растениями. Как они себя поведут. Посмотрите, при покупке у нее светлые листья. Вот здесь есть какая-то непонятная точка. Вот такая на просвет, видимая. Такую точку можно обработать неразбавленным фитоловином. Мало ли что тут может приключиться. А можно также и не трогать, посмотреть, что будет дальше. А у Аббы, которая растет у меня дома, листья более темного окраса. Давайте с вами вместе понаблюдаем за ростом этой очень красивой орхидеи. Мне хочется показывать вам их теперь вместе, как будет вести себя моя старенькая Абба и что будет происходить с новенькой Аббой. Я думаю, что с этим биглипом, с первым, проблем не будет никаких. Если вам интересно узнать продолжение этой истории, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, вам будут приходить оповещения о новых видео, вышедших на канале. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале. Все. Семочка опоздал. Съемка закончилась. Пришел Сема. Все, Семочка. Тебе уже поставили прогул. Сем, ты все прогулял?
А что ж так? Да, вот так, не успел. Да, Симусь? Ну, не успел, да, не успел ты. Что ж ты повернулся-то всей спиной? Ну ладно, ладно, красивая орхидея.